Привет всем любителям геометрии. Целый урок, профильный класс решал эту задачу. Но в конце концов решил, сейчас покажу как. Дан прямоугольный треугольник АБЦ, на гипотенузе построена полуокружность радиуса 12. Сама гипотенуза равна 35. И нужно найти площадь этого треугольника. Делайте стоп, пытайтесь решить эту задачу. Ну а мы начинаем. Итак, ну что же можно сделать здесь? Я напишу, что АБ 35, а R равно 12. Чтобы чертеж не забивать, и нужно найти площадь треугольника АБЦ. Ну, площадь понятна. Половина произведения катетов, либо половина произведения гипотенузы на высоту, проведенную к этой гипотенузе. Ну, наверное, первый шаг– это радиусы, проведенные в точке касания. Есть такое свойство. Нас смотрят разные школьники, поэтому я это свойство буду повторять. Радиус, проведенный в точку касания, перпендикулярен касательной. О, такое свойство касательной к окружности. Ну что мы получили, если я дам буквы М и К? Получили четырехугольник, у которого три угла прямых. Ну и четвертый будет прямой. Ну а поскольку соседние стороны равны радиусу, то есть равны по 12, то это будет квадрат. Это первый шаг, который мы записали. М, С, К, О квадрат. Ну, уже хорошо. Ну, далее, скорее всего, я возьму за алгебру. Вот этот катет у меня будет весь а вот этот катет весь будет Б маленькая. И тогда окажется, что отрезок АМ будет равен Б минус 12, а отрезок КБ будет равен А минус 12. Нет возражений? Нет. Записывать пока нечего, но мы рассмотрим два подобных треугольника. Вот этот уголок будет равен вот этому уголку. Почему? Два перпендикуляра АС и ОК к одной прямой СБ параллельны между собой. Значит, это соответственные углы. Таким образом, вторым действием я запишу, что треугольник АМО, а он прямоугольный, треугольник АМО будет подобен треугольнику ОКБ. 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 Ну почему? По двум углам. Что следует из подобия треугольников? Пропорционально соответствующих сторон. То есть МО относится к АМ, то есть 12 относится к B минус 12, как КБ относится к ОК. Ну ладно, как А минус 12 относится к 12. Применим правило пропорции. Перемножим средние и крайние члены этой пропорции. Заходят школьники, которые так средненько знают алгебру, поэтому приходится либо отвечать, либо подробно все делать. Минус 12 умножить на А, минус 12 умножить на Б, плюс 12 умножить на 12. Это мы раскрыли скобки. И посмотрите, что получается. Какая красота. Получается, АБ равно 12 на А плюс Б. Перенес вправо и вынес 12. Ну, здорово. Попутно отмечу, что площадь треугольника АБЦ нашего равна половина произведения катетов. То есть 12 на А плюс Б пополам, то есть 6 на А плюс Б. И фактически наша задача найти А плюс Б, сумму катетов. Поэтому третьим действием будем искать сумму катетов. А как? Откуда? Так у нас же есть теорема Пифагора. А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате. А С, это АБ, гипотенуза, это 35. 35 в квадрате. Вот что у нас есть. Я могу как-то преобразовать это уравнение с двумя переменными? Могу. Типичный прием такой. Записать квадрат суммы и вычесть удвоенное произведение. Тогда после раскрытия скобок останется а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат,
И плюс 2b и минус 2b взаимно уничтожится, останется а квадрат плюс b квадрат. И это равно 35 в квадрате. Пока так. Но 2ab же я могу заменить через а плюс b, верно? Вот аб, и оно равно 12 на а плюс b. Тогда у меня получается а плюс b в квадрате минус 2 умножить на 12 а плюс b. А 35 в квадрате я перенесу. 35 в квадрате равно нулю. Ну и сделаю замену переменной. t равно а плюс b. Получится квадратное уравнение. Какое? Четвертым действием отдельным. Это будет t в квадрате минус 24t и минус 35 в квадрате равно нулю. Здесь можно при помощи дискриминанта, либо теоремы Виета, обратно и найти эти корни. И t первое окажется минус 25, а t второе 49. Отрицательный корень нас не интересует, и значит наш ответ t равно 49. А что такое t? t это же а плюс b. Тогда мы нашли сумму катетов. а плюс b равна 49. Здесь можно, конечно, найти отдельно катеты, но это нам не нужно. Посмотрите вот сюда. У нас площадь, я нарисую красным и жирным, оказалась равным из действия первого 6 умножить на а плюс b. Тогда нам остается просто досчитать. Это равно 6 умножить на 49. 6 у 9, 54, 4 пишем, 5 у памяти, 6 у 4, 24 и 5, 294. Вот такой ответ на вопрос задачи. Ответ: площадь треугольника равна 294. Если я правильно сказал, это числительное. Допишите, правильно или нет, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Присылайте свои решения. Ну и ставьте, конечно, лайк для поддержки канала. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков.